wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and... Я вот так выпил пол-литра квадрюпеля и был в полной квадрюпеле. Это просто задача россиян во всех странах какая? Наладить доставку еды и наладить производство хорошего пива. Пока мы это не сделаем, мы обратно в Россию не вернемся. Под такое пиво уже хочется кушать. Ох, какое оно. Прям как будто туда апельсин выжили. Как определить, грязный бокал был или чистый? Вот, если... Салам всем. Сегодня в сюжете мы разберем и попробуем местные сорта пива. У нас представлено, это все продается в магазине, но у нас представлено как баночное из магазина пиво, так и пиво, произведенное конкретно на той пивоварне, на которой мы сейчас находимся. Мы находимся на единственной в Ташкенте крафтовой пивоварне. Называется она Craft Brewing. И сегодня мы сюда приглашены нашим консультантом, это Рустам. У Рустама очень интересная история. Раньше он работал в IT-сфере, но в 2010 году друзья подарили ему домашнюю пивоварню, и человек настолько увлекся этим делом, что сейчас консультирует местных производителей по технологии, рецептуре. Ну, у меня были свои пивоварни в России, в том числе я поставщик, например, там все первое пиво, которое было в Вкусвилле, это мое пиво было. То есть вы начали еще в России этим заниматься? Да, у меня в России большая пивоварня, да. Вот. И по СТМ мы поставляли пиво и в X5, и в пятерочке, там, и в Ленту, и, соответственно, один из крупнейших заказчиков Вкусвилл. В 2018 году меня пригласили сюда открывать одну пивоварню. Я консультировал их там на этапе еще и строительства здания, подбора оборудования. И в 2019 году я из России решил переехать сюда. Вот чуть раньше, чем вы переехал. В общем, сегодня у нас мнение будет очень экспертное, не как обычно, я там поверхностно что-то там. Это не так, это вот так. И получаю в комментариях потом, как это сказать, правки местных жителей, чуть-чуть, за что спасибо. Сегодня мы прямо попробуем рассмотреть действительно углубленно и достойно все это. Ну, давайте не будем оттягивать. Во-первых, вы на канале «Едем жить в Узбекистан». Ну и во-вторых, давайте начнем. Пожалуй. Но если говорить о пиве, то, конечно, классическое здесь распространено, как и, наверное, в Китае и в других центральноазиатских странах, азиатских странах. Это слабое, легкое, слабоалкогольное пиво. Вот, и здесь это основное массовое пиво, которое как бы варится и большими заводами, и маленькими, в огромных количествах. Обычно это где-то там начальная плотность там, порядка 9-10, и алкоголя 3,5 где-то алкоголя. И классический представитель это Сарбаст, это Ускарсберг, крупный большой завод здесь, который варит вот пиво. Да, это пиво можно купить в каждом магазине. Ну как в каждом? Я заметил, что в обычных магазинах спиртных напитков не продают. Да, дело в том, что долгое время вообще алкоголь был запрещен продажи в магазинах. Продуктовые магазины не имели права продавать алкоголь. Разрешили где-то в 2019 году, кажется, разрешили продавать пиво и вино, местное только. Соответственно, вот с 2019 года разрешили, но практически никто не воспользовался. Это там продается только безалкогольное. Ну, и есть несколько магазинов, в основном это какие-то корейские магазины, где торгуют алкоголем. А еще, кстати, я знаю, подскажите, мне вот рассказывали такое, что алкоголь между регионами не перевозится, и если ты хочешь попробовать какое-то самаркандское вино, ты должен ехать в Самарканд, попробовать его там. Что, например, винзавод или пивзавод Самарканда будет только в своем регионе продавать, он не повезет в другой регион. Или я ошибаюсь? Нет, такого нет. Если говорить о Ташкенте, то здесь представлено и пиво и самаркандское есть, например. Если говорить про вино, то как раз наоборот. Там я пью, например, здесь сухандаринские вина, Султан Шарбати или Багизаган Пери. Это тоже, Султан Шарбати это Сухандарья, а если Пери, Багизаган это Самарканд. Поэтому возят. Просто, конечно, когда дешевое пиво, смысл везти его и тратить деньги на доставку, на логистику.
Давайте сначала я скажу мнение. Я, конечно, это пиво пробовал раньше. Оно мне показалось вот таким, как это объяснить, как пивной напиток. Есть вот в России российское пиво, да. Я был в Германии, я был в Чехии и пробовал хорошие сорта пива. И действительно, первый раз побывав за границей, я понял, что такое пиво, что такое пивной напиток. И Сарбаст, я надеюсь, я никого не обижу, но это такое ощущение пивного напитка. То есть он кажется таким каким-то пустым и каким-то таким техногенным, как это, не знаю. Вы как эксперт можете что-то Понятие сказать? пивной напиток вообще это только российские ноу-хау, за которые нормальные пивовары очень не любят российские власти, потому что понятие пивной напиток попало практически, например, все бельгийское пиво. Да ну как? Да, потому что пивной напиток это по российскому ГОСТу это напиток, пиво, в которое добавляются или ароматизатор, в том числе натуральный. Например, если в случае с пивом бельгийским, в которое добавляется кориандр, например, или цедра апельсина, то автоматом такое пиво становится пивным напитком. Потому что с добавками. Потому что добавки ароматизатора. Или, например, солод, который не прописан в советском ГОСТе. Например, если мы добавим пиво ржаной солод, то это станет пивной напиток. Хотя никакого отношения мы рецептуру не изменили, ничего не изменили, только добавили просто другой солод. Вот. В российском ГОСТе прописан только пшеничный солод и ячменный. Все. Соответственно, например, вот овсяный солод, если мы используем здесь, или гречневый, да, там, соответственно, это уже пивной напиток с точки зрения российского ГОСТа. Вот. Если мы говорим вот это если мы говорим по пиву, то, ну, во-первых, нужно понимать, что в Баварии, например, есть такое же легкое пиво. Или там говорить, если о бельгийцах, то массовое пиво Жупилер, которое в Бельгии там, льется на каждом шагу, это тоже будет такое же вот легкое светлое пиво, но может чуть поплотнее. Потому что там климат менее жаркий, и, соответственно, люди предпочитают более плотное, более насыщенное пиво и чуть покрепче. Если, например, для Европы считается нормальным пиво от 4,5, 4,8 алкоголя и в среднем 5,5, то здесь, вот я говорю, 3,5, потому что очень жаркий климат. 5,5 здесь кажется уже очень крепким. И на жаре там 40-45 градусов с 5,5 у вас просто, вы будете кружку выпить и захотите спать. Вот, поэтому здесь, вот как и в Китае, например, тоже очень легкое пиво. И вот массовые сорта, они все в основном, уже если увидите надпись «крепкое», например, это будет крепкое, 5,5, 6, которое в Европе считается таким базовым пивом. Заключительно про Сарбас, да, я хочу сказать, что его куда-нибудь отставим, что оно мне, честно говоря, не нравится. Оно какое-то оно пустое, как неправильная терминология пивной напиток, но как молоко и молокосодержащий продукт, так и вот пиво и пивосодержащий напиток. Я не знаю. Если говорить о Сарбасте, то, скорее всего, Сарбаст я бы порекомендовал как пиво, которое практически всегда сделано качественно. Вот. Есть понятие «вкусно», да, есть «качественно». Вот как бы с точки зрения технологии, с точки зрения правильности производства и правильности вкуса, то Сарбаст здесь, скорее всего, эталон. Даже в сезон, когда летом колоссальный спрос на пиво и заводы не успевают просто сварить пиво, даже в сезон у Скарсберга не сильно проседает качество. Вот. У других заводов обычно в сезон, вот сейчас мы начали, мы только начало лета еще, да, май там, соответственно, пиво еще хорошо сброжено нормально, а вот уже через 2 месяца у нас будет в магазине ухудшение качества пива всего. Вот. Поэтому... За счет того, что им просто сокращают сроки производства? Да. Оно не успеет дозреть как-то? Да, оно не успевает просто созревать, его быстрее делают, чтобы... Вот, поэтому следующее, это такой известная марка, это Кибрай. Здесь у нас 4% алкоголя. Так, и мы немножко извиняемся за шум, потому что мы находимся на действующем пивоваренном заводе. Да, работу завода мы остановить не можем. Поэтому... Поставим. Сюда поставим. Я не различу какие-то там мелкие нотки, да, вкуса.
И мне кажется, если мне нальют 2 стакана и скажут, угадай, какое из них что, я вообще не угадаю. Более того, он у меня даже как-то кажется, как будто бы точно такой же на вкус. Вы разницу можете уловить? Не, есть разница небольшая, но я тоже не различу. Наверное, если мне нальют, угадай, какое пиво, я, скорее всего, тоже не пойму. Вот. Да, такой классический евролагер, американский евролагер, который легкий, ни о чем. Нет вкуса ни хмеля, чуть небольшая солодовая составляющая, и все. Ну, такой, как бы сказать, простой водянистый вкус. Да. Наверное, я бы его описал так. Это нужно пиво сильно охладить и пить в самую жаркую погоду. Перейдем к следующему. Попробуем... Что лучше взять? Ну, можно Алмалык, да, это Алмалыкский пивоваренный завод. Очень интересный завод. 12%. Плотность 12. 12% плотность. Это плотность. А алкоголь? Алкоголя... 4,5. 4,5. Ну, тогда лучше вот это вот начать. Это вот Брауфест. Кстати, расскажите, пожалуйста, что такое плотность? Вот, ну, я реально не знаю, что обозначает в пиве плотность. Начальная плотность – это как в процессе варки мы из солода получаем простые сахара, и вот количество в процентах этих простых сахаров – это и есть вот начальная плотность. То есть, условно, 12% сахаров, которые мы вытащили из солода, находятся внутри сусла, который мы получили. Как показатель плотности говорит о каком-то качестве, вкусе? Потому что, например, показатель алкоголя говорит о том, что если чем он крепче, тем быстрее он даст голову, да, как бы. Вообще изначально, чем больше плотность, тем больше алкоголя, соответственно. Потому что, ну, например, вот, ну, условно здесь, если там 10 плотность, то больше там 4-4,5 алкоголя вы не сможете получить. При этом, если у вас будет плотность 20, например, то, соответственно, у вас сахаров больше, и большая часть из них может уйти в алкоголь. Так, теперь у нас Брауфест. 4% алкоголя, 11% плотности. Ну, тоже светлое пиво, легкое. Ну, вот здесь хмель чуть побольше. Это чуть-чуть отличается. Знаете, оно, как сказать, как чуть более горьковатое, чуть-чуть более такой с кислинкой, в отличие от предыдущих. Ну, здесь хмелевой горечи есть, да, больше. Но все равно уровень тот же. То есть я бы оценил это как что-то похожее на пиво, напиток, с пивосодержащий напиток, да. То есть нету такого, когда ты вот берешь бельгийское хорошее пиво, ты прямо получаешь наслаждение. То есть это пиво, ну, чтобы получить наслаждение, ну, это не то пиво, как я могу сказать. Как это вы ведь летом не жили здесь еще, ведь не застали же? Жили? Застали одно лето, да, мы здесь прожили. Но я не сильный любитель пива. Так, ну, я любитель хорошего пива, хорошего. Но просто летом пока темные, плотные, интересные сорта практически невозможно пить здесь. Только под кондиционером где-то. И даже как бы организм не хочет уже этого. Я поначалу тоже первые годы как скучал там по ипе, апе, например. А сейчас, в принципе, летом и не пью такие сорта. Вот. Но если возьмем следующий, это Алмалык. Это тоже пивоварня недалеко от Ташкента. Так, Алмалык у нас 12% плотность, это лагерь. И алкоголь там... 4,5. Да, алкоголь 4,5. Давайте попробуем. Ну, на мой вкус оно не сильно отличается от предыдущего. Тоже в нем есть горечь. Господи, они как все почти как все с одного этого. Почти как все с одной бочки, да. Ну, чуть-чуть есть отличия. Но опять такое, чтобы я сказал, вау, это что-то превосходное, к сожалению, пока нет. Хотя Алмалык и предыдущий был
Ну, это Эркмакон пивоварня. Да, хотя вот это я пробую впервые. Их я не пробовал еще. Не, ну это классическое пиво, легкое просто вот именно. Да, оно может быть непривычно россиянам, потому что в России более плотные сорта идут пива по умолчанию. Вот. Но здесь это такое, ну, классика, стандартное пиво. И, к сожалению, просто ну, тут ничего пивоварни не могут ничего сделать, потому что это максимальный спрос на это пиво. И если мы посмотрим, например, вот эту пивоварню, здесь тоже так же они, несмотря на то, что варят что-то интересное, там варят IPA, там портеры, стауты, но в то же время массово, если взять там 10-тонные ЦКТ, которые 4 их до больших самых ЦКТ, это для самого простого, самого легкого пива, которое 9 начальная плотность тоже, алкоголя 3,5, там 3,8. Вот, это тоже массовое пиво, которое варят десятками тонн. А если говорить про ИПУ, например, первую IPA продавали полгода. Полтонны сварили, полтонны продавали полгода. Здесь какое будем пить? Какой рекомендуете? Ну, если начинать, наверное, вот с гречневого стаута, это самое легкое. 12% плотности и 4,2% алкоголя. А почему он гречневый? Потому что добавляется греча. Греча. Да, овсяный солод добавляется, овсяные хлопья и греча. За счет этого получается достаточно такое, ну, плотное тело, при этом очень мало алкоголя. Так, это, я так понимаю, у нас темный сорт пива. Ну, вот здесь аромат сразу понюхаем. Он на квас похож. Он прямо как один в один, как с квасом. Причем я даже не скажу, что он похож. Он прямо и есть квас, который чуть-чуть напоминает пиво. Взять, наверное, литр кваса, налить в него вот столько пива, и будет гречневый стаут. Не, ну тут задача была сделать пиво, которое пьется так же легко в жару, и человек не пьянеет. Потому что если там темные сорта более плотные, они бы, ну, человек бы пьянел. Самый обычный квас. Пиво темное, нефильтрованное. Напомню, что вот эти сорта – это производство местного крафтового завода, на котором мы сейчас находимся. Я хочу сказать, что мне темные сорта пива как-то по душе не нравятся. Я к ним не очень привык. Я в основном предпочитаю светлые сорта пива. Но это интересно тем, что оно похоже на квас. Квас я люблю. Уже интересней, да. Что-то. Я не брал здесь обычные светлые легкие сорта. О, Крик, это как ты любишь, вишневая. Сегодня у нас за оператора Ирина, как все догадались. Мы тебе его оставим. Это вишневый Крик. Алкоголь 6%. Ну, как и нормальная Бельгия. Алкоголь 6%. Нормальная Бельгия. Я надеюсь, мы будем приятно удивлены. Вот здесь я обычно показываю. Ну, давайте попробуем. Как часто Крик заказывают мужчины? Практически не заказывают. Женский. Да. Хватит мне немножко. Так. Вишня местная, узбекская. С местной вишни делают? Да. Вот этот солод, это тоже местный или это привозится сюда? Нет, солод здесь в основном используют российский или бельгийский. Ну, здесь такая традиционная кислинка. По мне так немножко не хватает плотности, такой более насыщенной. Она такая кисленькая, прямо, знаете, такая дворовая вишня, такая маленькая кисленькая вишня. Вот в Питере такая есть, она как с горох. Здесь, конечно, вишня вкуснее, вишня наливная, хорошая, но такая очень, как сказать, ярко выраженная такая кислинка, прямо такая четко выраженная кислинка. Не знаю, как еще описать вкус пива. Чувствуется вишня, чувствуется кислинка. То, что это пиво, на вкус не сильно чувствуется.
Плохой из меня объяснятель. Вишневый сок, кислый вишневый сок. Кислый вишневый сок. Да, наверное, это ближе к кислому вишневому соку. Ну, интересно. Уже гораздо интереснее, чем магазинные сорта. Я, к сожалению, в обычном магазине это не видел. Они продаются здесь? Да, продается. В Легионах, по крайней мере, я знаю В магазины. Легионе. Мгм. Просто я не натыкался. Планета пива еще, магазины тоже вот там есть. Да, лучше купить, конечно, все-таки что-то такое, чем Сарбаст. Это, конечно, не реклама, не антиреклама. но так. Нет, почему? Есть время и сарбаста, просто разное время. Как бы. Разное Если время под свою 6 задачу. Да, ну просто это сорт пива, который тоже, вот я говорю, на жаре будет тяжело пить. А это уже совсем такой там, 7,2. серьезный. Давай лучше вот начнем с портера, следующую бутылку, которая. Ирландский портер, ну, практически просто портер или стаут, по-разному, как только называют. Это уже более насыщенное темное пиво. Алкоголь 6% также. Плотность, Где-то около 16, наверное, там. да, 16% плотности. Алкоголь 6. Ирландский портер. Темный, насколько я понимаю. Да. Ух, какой темный. Сейчас я его налью и покажу. Он прямо непрозрачный. Знаете, такой, как деготь. То есть вот я налил сколько, 1,5 сантиметра, и дно вообще не видно. Темный-темный. Вот у нас здесь стоит свет софиты, и если я буду смотреть его на свет, он даже на свет непрозрачный. Интересно. Мега темный, я такой впервые вижу. Ну, в аромате кофе, шоколад, прям явно выраженная портерная. Кофе, шоколад. Да. Да, есть, кстати, что-то такое. Горький шоколад. Карамель такая какая-то печеная. О, какой интересный вкус. Вот здесь я раньше увлекался немножко домашним виноделием. И хочу сказать, что вот здесь есть такая вещь, как в вине, когда ты пробуешь, и вкус немножко меняется. Он сначала идет одной нотой, но когда ты проглотил, сделал глоток, и во рту пива не оказалось, оно чуть-чуть уходит в другой вкус. Ну, послевкусие, так Да, называемое. оно имеет, как сказать, двойной вкус, вкус и послевкусие. Оно сначала идет мягким вкусом, такой мягкий, бархатный, какой-то карамельно-жженый вкус, который потом переходит в такую тоненькую-тоненькую горечь. Наверное, тем, кто увлекается темными сортами пива, это будет очень интересно. Вот это пиво. К сожалению, я темные сорта не люблю, но вот это интересно. Вот это интересно, да. Что-то еще можем сказать про это пиво или приступим к следующему? Да нет, в принципе, все как бы описал. Я не люблю просто фразы, что не люблю, потому что скорее всего, просто не подбирали пиво под нужную еду и под нужную атмосферу. Потому что, например, светлое пиво, ее пьют из кружек, да, там, и, соответственно, в большем количестве. Более темные сорта или плотные сорта, их пьют уже там из винных бокалов и воспринимают это как ближе как к вину, например. Есть барли-вайны, мы, например, здесь делали, я и в России делал, и здесь барли-вайны, выдержанные в дубовых бочках, это вот бочки из Риохи, из Испании. И вот туда заливали темные сорта пива, они выдерживались там дополнительно, и получался такой симбиоз винного вкуса, дуба и пива. И получается очень интересно, и это вот пить не из таких бокалов, конечно, это наливать правильный бокал, дать подышать, там, Как вино. Да, как вино, да. И то же самое с пивом, тоже так же. Есть сорта барли-вайн, то есть имперские стауты, например, да, темные сорта. У них очень высокая плотность, обычно там от 20 и выше. Мы здесь варили 24 начальная плотность. Эти сорта вызревают порядка, считается, что они в расцвете сил где-то через 20 лет. То есть в бутылке пива стоит, оно созревает, через 20 лет оно доходит. 20 лет это долго. Да. Для пива это вообще, мне кажется, колоссально. И вот, долго. соответственно, вот говорить про это пиво темное, например, что оно невкусное, что тебе оно не нравится, как-то не очень правильно, потому что это даже, и на пиво-то не... Так что, да, я как-то никогда не задумывался, что к пиву, как и к вину, нужно подбирать
блюда, потому что мы знаем, что светлое вино хорошо идет к рыбе, красное вино хорошо идет к мясу. Так я сейчас начинаю понимать, что светлое пиво, оно такое скорее на отдых, легкое, там для каких-то таких легких закусок. А темное пиво, я так понимаю, действительно под какую-то трапезу, под какое-то Под блюдо, мясо, да, под например. мясо, да. Оно такое, как это сказать, больше домашнее, столовое. Как это? Не, ну кто любит красное, например, вино, тоже так же, по сути, вот темное вино, то есть темное пиво, оно также может заменить это. И просто, я говорю, и бокалы нужны другие обязательно, там, и подача должна быть другая. Это, ну, их нельзя сравнивать просто в лоб, потому что светлое пиво, это условно в кружке большой, которую мы пьем там холодное, там, и желательно 3 глотка, там, кружку литровую выпить. А темное пиво мы смакуем. Это тоже уникальное для Узбекистана сорта пива. Во всем мире, конечно, АПА уже давно известна, и IPA, и Indian Pale Ale известные сорта. Это так называемые, ну, как бы в последнее время это такое считается крафтовые, как бы топовые сорта. Вот. В Узбекистане единственная пивоварня, которая варит, да, вот и IPA, и IPA. Вот. Это сильно охмеленное, с большим количеством американского хмеля и на ароматике, и в горечи. Ну, надо попробовать открыть. Конечно. Господи, что там? Кондиционер. Так, крепость 6%. Крепость 6%. Плотность не написана. Так. Ну, во-первых, из таких бокалов даже аромат не чувствуется. Ну да. Это надо туда нос это засунуть. Чувствуется, но слабо. О, интересный вкус. Ой, как его писать, я не знаю даже. Фруктовый какой-то тогда. Тропические фрукты, маракуйя и немножко цитрусовые. Точно, да. Цитрус, маракуйя, что-то такое тропическое. Так что тем, кто любит тропику... В ароматике то же самое, только просто у нас бокалы не очень удобные, поэтому тяжело понять. На самом деле очень сильно зависит от сорта пива. Если мы говорим про лагер, вот, которые светлые сорта, то они должны обязательно наливаться, чтобы была пена. Даже если мы наливаем аккуратненько, в конце остатки как бы лучше вылить так, чтобы пенная шапка образовалась. Мы сейчас на вот этой бутылке, на последней, мы нальем правильно, как нужно. Сейчас я ее покажу, и после мы нальем. Алкоголь 7,2%. Плотность 16, наверное. Плотность 16, да, плотность 16, алкоголь 7,2. IPA Indian Pale Ale. Indian это индийский. Нет, это Индия. сорт пошел от англичан. Дело в том, что есть такое предание, есть такая, ну, не знаю, миф или не миф, что английский двор, когда отправлял пиво в Индию, чтобы пиво доходило по длинному морскому пути, его нужно было делать очень крепким и с большим содержанием хмеля, потому что хмель является, угнетает действие. Да, сзади нас катят кегу. Хмель угнетает действие микрофлоры, другой, который может испортить пиво. И, соответственно, большое содержание хмеля и большое содержание алкоголя позволяло выдержать пиво, там, которое переживет 3 месяца поездки морем. Ну, 7,2% это очень хорошая. Кстати, максимальная крепость пива, которую я когда-либо пробовал, я даже помню, как это называлось, квадрюпель. Была плотность 24%, и крепость была 12%. Ну, это не очень много. В России мы с Мишей Пихуром промышленно выпустили пиво, у которого было 18 алкоголя, 40 начальная плотность была. Вот. Потом он достиг 20% алкоголя, но это уже без меня. А здесь мы выпускали зомби-пиво,
Это тоже квадрупель, по сути, бельгийский, на бельгийских дрожжах. Что такое квадрюпель? Ну, это сорт, стиль пива Бельгии. Вот. И квадрупель мы достигли здесь 16% алкоголя. Интересное пиво было. Я вот так выпил пол-литра квадрюпеля и был в полной квадрюпеле. Это просто, это как, ну, как вино, по крепости как вино. Так, А так максимально вроде уже 60 с чем-то алкоголя достигли. Пиво? Да. Как это? Гонка через самогонный аппарат? Нет, есть два метода. То есть есть природные, как бы, ну, то есть когда мы дрожжи используем уникальные, которые позволяют выбрать большой процент алкоголя, обычно это максимально 21%. Вот раньше дрожжи до 12% сбраживали, больше 12% им было уже тяжело, и они не могли. Потому что я знаю, вот на примере вина, да, немножко сказал, увлекался виноделием. При 13% бактерии, которые в вине перебраживают сахар, Ну, дрожжи. дрожжи, которые съедают сахар и выделяют спирт, при 13% содержания в жидкости, они погибают. И дальше как бы все, Но останавливается. на самом деле уже последние несколько десятков лет уже нашли расы дрожжей, вывели те расы дрожжей, которые Жгучие. более толерантны к алкоголю, и они могут выбраживать до 21% алкоголя. Им это тяжело, они не с первого раза это делают. Вот там на тех же самых дрожжах, которые мы бродили, вот я говорю, пиво там 18, на следующий раз они уже сбродили до 19. Через там другое пиво они уже сбродили до 20 и так дальше. Вот максимум мы могли получить 21%. Вот. Но им привыкать к этому надо. И процесс брожения, если обычное пиво сбраживается там за неделю, за две, первое пиво оно бродило 2,5 года. Именно сам процесс брожения, потому что дрожжам было тяжело уже при таких экстремальных процентах алкоголя уже жить было. Не знаю, как наш зритель, но я сегодня просто узнаю очень много нового. Рустам, покажите, как правильно наливать пиво. Хотя бы какое-то или среднестатистические правила, или как правильно там светлое пиво наливать. Да, в принципе, ничего такого нет, просто вот так же, как и все наливаем. Знаете, я могу рассказать про, как определить, грязный бокал был или чистый. Вот, если появляются пузырики на стенках, Надо значит, сюда показать. если появляются пузырики на стенках, это значит, что бокал плохо помыли. Чистый бокал, на нем пузырьков не образуется. Сейчас проверим мой бокал. Мы же пили, да. Это же второе. Да, тоже есть пузырики, соответственно. Ну да, мы забыли, что мы с него пили. Но обычно про это никто не знает. Тут Интересный лайфхак, да. Прямо целые бонусы. Это уже более ароматное и более горькое пиво. Еще усиленная версия, по сути, американского светлого. Да, оно еще больше пахнет цитрусовыми. Тоже ИПА, да? Там тоже ИПА. Нет, это American Pale Ale, а это АПА. Indian Pale Ale. АПА, а это ИПА. Под такое пиво уже хочется кушать. Ох, какое оно. Прям как будто туда апельсин выжили. Грейпфрутное. Грейпфрут, да. Я такой совсем не люблю. Но зато светлое. Если говорить о Узбекистане, то, конечно, массовое пиво – это светлое, легкое пиво. Но говорить, что здесь нет интересного пива, ну, так не очень правильно, да, там, потому что появляются пивоварни, пытаются варить что-то интересное. Ну, например, там Рицбрау варила пиво Кёллер Бир, там потом Кёльш варили. Вот, это как бы, ну, не то, что стандартный, как бы не массовый евролагер. Поэтому, да, как бы рынок пивной Узбекистана, он, наверное, находится на более такой ранней стадии. Это, скорее всего, Россия, там, 2012 год, 2013. Но в России вот только в 2014 году появилось интересное пиво. Если говорить, там, 2012 год, было также светлое пиво, фильтрованное, нефильтрованное. Максимум вы могли найти там какое-нибудь темное или пшеничное в разливайке. Вот. А только вот 2014-2015 год, когда вот бум произошел, когда очень много пивоварен открывалось, когда появилось много интересного пива, начали экспериментировать. Вот. То же самое и здесь, скорее всего, просто мы не доросли еще, не дошли до того момента. И вот сейчас с ребятами разговаривал даже, если раньше здесь была очень сильная сезонность,
здесь падение пива зимой, продажи падали где-то на 90%. Я думаю, это к туристам было привязано. Нет, не к туристам, просто местные перестают пить зимой пиво вообще. Сейчас меняется культура потребления, сейчас люди отказываются от водки и все больше и больше пьют именно пиво вместо водки, и в том числе и зимой. И вот этой зимой, например, она показала о том, что практически не было снижения продаж вот что-то, если интересного пива. Тут, конечно, повлияли, скорее всего, и приезд россиян, и белорусов. Вот. Это тоже, конечно, повлияло, но я не думаю, что их очень много здесь, так, чтобы это отражалось прямо на бизнесе пивоварни, например, какой-то. Ну, я думаю, приезд россиян во все страны сейчас. Задача россиян во всех странах какая? Наладить доставку еды и наладить производство хорошего пива. Пока мы это не сделаем, мы обратно в Россию не вернемся. Но это так, шутка юмора. Вот. Ну, мне кажется, я что хочу сказать. Я заходил в магазин и видел только Сарбаст, Курбай, Кибрай, Замон. И такой, блин, здесь нету хорошего пива. Одни пивные напитки. Но сейчас вот я увидел, что действительно есть интересные какие-то сорта. И надо просто хорошо поискать. Где поискать? Ищите. Одно место мы вам уже подсказали. Мне кажется, в Узбекистане сейчас идет очень большой темп развития. И год-два, и с пивом здесь проблем не будет совсем. Да, и что, 100 километров до Шымкента, там сейчас тоже открылась новая крафтовая пивоварня. И тоже появилось интересное, в Шымкенте тоже интересное пиво. То есть пивоварни открываются, Узбекистан в этом плане активно развивается, это очень хорошо. Да. Если хотите открыть свою пивоварню, приезжайте. И Рустам, кстати, вас тоже в этом плане проконсультирует, поможет. Рустам, спасибо, что пригласили в такое место. Мы прямо открыли глаза, то, что не все так плохо, есть хорошие сорта пива, надо смотреть. Спасибо за консультацию, очень интересно вы нам рассказали, очень много интересных фактов, очень интересно получилось. Я надеюсь, вам тоже сюжет понравился, а если понравился, обязательно ставьте лайки. Почему мало ставится лайков, почему никто не подписывается, ребята, давайте это исправлять. Мы постараемся вас радовать новыми сюжетами, мы начинаем приглашать каких-то экспертов, которые уже расширяют наш круг, подсказывают нам очень много интересной информации, полезной. Поэтому не теряйтесь, подписывайтесь на канал. Рустам, еще раз спасибо. Большое спасибо. Вот, в комментариях давайте оставлять, какие сорта вы хотели бы сварить, потому что сейчас мы, например, обсуждаем там гюзе сварить, что-то еще поэкспериментировать. Поэтому пусть подписчики просто оставляют комментарии, что они хотят увидеть, и мы сварим. Каких сортов, да, здесь не хватает вам, релокантам, может быть, приезжим тоже что-то хочется попробовать. И пивзаводы будут ориентироваться на наш канал, будут смотреть наши комментарии и, естественно, учтут это во внимание. За здоровье зрителей, да. Все, всем пока, всем удачи. Turn that to gains, let my money show.